Глава 511. Снова в море. Глядя на Ханли, другие без колебаний последовали в транспортную формацию. Увидев, что все семеро вошли в транспортную формацию, лысый старик слегка улыбнулся и сделал жест заклинания, в результате чего на кончиках его пальцев появились вспышки белого света. Глядя на вспышки белого света, старик вдруг спросил: «Поскольку мы тайно отправляем вас в область внешних звездных морей, вы же не собираетесь никому рассказывать, верно?» Мужчина в расшитой одежде был сообразительным и сразу же ответил с искренним выражением: «Конечно, мы этого не сделаем. Мы искренне благодарны старшим за то, что они так любезно помогли нам. Разве мы можем сделать такую самоубийственную вещь? Более того, зачем нам об этом кому-то рассказывать?» Лысый старик, глядя на мужчину в расшитой одежде, холодно сказал: «Отлично, раз вы это понимаете. Поскольку в Дворце звезд мало людей с нашей позицией, мы получим строгое предупреждение в худшем случае. Но если информация об этом просочится, я не прощу вас. Кроме того, мы слышали, что вы боялись, что мы обманем вас, но мы не собираемся портить нашу репутацию из-за нескольких духовных камней». Взгляд старика пронесся мимо всех них и опустился на Ханли. Старший действительно разумный человек. Я всего лишь бродячий культиватор, который может думать только о других в отношении своих собственных желаний. Мужчина в расшитой одежде наигранно улыбнулся, по его спине пробежал холодок. «ГМ, не нужно говорить никакой чепухи. Теперь ты сам по себе». Лысый старик больше ничего не сказал и щелкнул пальцем, активируя транспортную формацию белой магической печатью. Внезапно духовные камни на транспортной формации загорелись белым светом, и все семеро тут же исчезли. Когда лысый старик увидел, что они телепортировались, его выражение внезапно изменилось, и он с недоумением спросил, что происходит. «Ты же сказал, что собираешься дать им ложные талисманы. Почему ты дал им настоящие? Мы об этом не договаривались». Культиватор, ученый, холодно фыркнул: «Если бы я действительно вынул талисманы с замедленным перемещением, ты действительно считаешь, что они нас отпустили бы?» Человек, который дал нам магические сокровища, был эксцентриком зарождающейся души. Если бы мы вытащили ложные талисманов, он бы убил нас в гневе. Затем он достал белую ткань и вытер холодный пот с головы. Лысый старик в шоке спросил: «Эксцентрик зарождающейся души? Брат Сань, ты шутишь?» Этот человек, очевидно, был культиватором на поздней стадии заложения фундамента. Морщинистый человек, который остался позади, был в растерянности. «Брат Гэу, ты же знаешь, что мой духовный зверь, духовный заяц, не обладает никакими навыками, кроме того, что он способен остро ощущать духовное чутье другого». Затем культиватор-ученый поднял руку и показал животное, которое сильно напоминало котенка. У духового зверя были уши, как у кролика, и сверкающие зеленые глаза, которые непрерывно метались вокруг. Похоже, он был любимым зверьком своего хозяина. Лаская зверька, он сказал, хотя ему удалось скрыть свою ауру с помощью какой-то исключительной техники, что смог скрыть себя даже от духовного зайца, но когда он незаметно выпустил свое духовное чутье, чтобы проверить транспортную формацию, мой зверек заметил его. Реакция моего зверька отличается от уровня культиватора, если бы это был культиватор ранней или поздней стадии формирования ядра. Однако мой зверь никак не отреагировал, а просто дрожал внутри моего рукава. Это означает, что духовное чутье этого культиватора непостижимо высокое. Такая реакция у него была, когда мы посещали старейшин. В голосе старика звучал страх. Тогда он точно культиватор зарождающейся души, пот выступил на лице лысого старика. По крайней мере, он точно культиватор поздней стадии формирования ядра. В любом случае, ему не потребовалось бы много усилий, чтобы уничтожить нас, уверенно проговорил культиватор, ученый. К счастью, брат Сань, ты настолько сообразителен. Если бы мы вытащили ложные талисманы, это бы был наш смертный приговор. Я с самого начала подумал, откуда у культиватора поздней стадии заложения фундамента такие драгоценные сокровища, и почему он так легко отдает их нам. Немного подумав, старик испуганно спросил: «Но будут ли у нас проблемы, что мы отправили его в область внешних звездных морей? Какие проблемы?» Он был бродячим культиватором зарождающейся души. Я думаю, он отправился в область внешних звездных морей потому, что не хотел участвовать в войне между Дворцом звезд и коалицией Звездопада. Следовательно, не будет никаких проблем, если мы не скажем, что мы разрешили культиватору зарождающейся души телепортироваться в область звездных внешних морей. В противном случае мы будем сурово наказаны. Сказав это, он пристально посмотрел на морщинистого человека. Как только культиватор-ученый взглянул на него, морщинистый человек вздрогнул и все понял. Он поспешно сделал несколько шагов назад и сказал: «Я не слышал ничего и ничего не знаю». Прежде чем морщинистый человек смог закончить, вылетело несколько полос желтого света и несколько раз облетели его, разорвав на куски.
Лысый старик вернул свое волшебное сокровище и мрачно сказал: «Теперь точно никто не узнает. Хотя мы с тобой давно знакомы, я не мог отпустить тебя». Хань Ли и другие 6 культиваторов появились на другом конце транспортной формации по вспышке белого света в потрёпанной каменной комнате. Хань Ли перевёл свой взгляд в угол комнаты, где стоял культиватор Дворца Звёзд и разговаривал с культиватором со шрамом. Когда смотритель из Дворца Звёзд увидел их, он нахмурился, но вскоре потерял интерес и продолжал говорить с другим культиватором. Культиватор, ответственный за транспортную формацию, сказал недовольным тоном: «Я уже сказал. В настоящее время есть формации, которые работают в оном направлении. Она может получать, а не отправлять. Секта уже взяла у меня все талисманы перемещения, и даже я больше не могу вернуться. Нет смысла в том, что Даос попытается заставить меня». Культиватор со шрамом яростно закричал: «Чепуха! Несколько культиваторам смогли вернуться пару дней назад. Как транспортная формация так быстро изменилась, ГМ? Я уже много раз объяснял, но вы меня не слушаете. Я не собираюсь с вами больше разговаривать». Культиватор Дворца Звёзд кинул раздраженный взгляд на культиватора со шрамом, сел на стул и закрыл глаза. «Ты». Когда культиватор со шрамом увидел это, его лицо побагровело от злости, но он не стал предпринимать каких-либо действий. У него не хватило смелости действовать против культиватора Дворца Звёзд. Он с большим волнением повернулся и тут же заметил Хань Ли и других, которые прибыли. Внезапно на его лице появилась ехидная улыбка. Он подошел к ним, затем остановился и поздоровался с мужчиной в расшитой одежде, который показался ему лидером группы, а затем вежливо спросил: «Господа даосы, вы пришли из города Звездного неба?» Увидев, что культиватор со шрамом был на поздней стадии заложения фундамента, мужчина в расшитой одежде не осмелился проигнорировать его и ответил: «Верно, мы только что прибыли». Что случилось, господин Даос? Однако он уже мог догадаться, о чем собирался сказать этот культиватор. Культиватор спросил с обнадеживающим тоном: «Я Сю Юнь. Несколько лет я находился в области внешних звездных морей. Не могли бы вы рассказать мне, действительно ли была сформирована коалиция Звездопада, и что город находится на грани битвы?» Когда мужчина в расшитой одежде увидел выражение Сю Юня, он знал, что тот хотел услышать в ответ, но его ждала горькая правда. Он объяснил с полной открытостью: «Это правда. Культиваторы праведного и дьявольского Да объединились в коалицию Звездопада и тут же объявили войну Дворцу Звезд. Поскольку у нас нет желания участвовать в этом конфликте, мы телепортировались сюда. Я боюсь, что господин пока не сможет вернуться». «Как это может быть?» «Я хотел вернуться, чтобы доработать эти кропотливо приобретенные материалы в лекарственные таблетки». «Что за трата времени?» Сю Юнь был в шоке. После этого в комнате воцарилась тишина. Несмотря на то, что они ломали мозги, чтобы добраться в область внешних звездных морей, они не могли вернуться. Через короткое мгновение выражение лица мужчины в расшитой одежде изменилось. Внезапно повернулся к культиватору со шрамом и дружелюбно сказал: «Меня зовут И Цзинь, а это мои близкие друзья. Поскольку господин Даос Сюй прожил здесь несколько лет, могли бы вы нам рассказать об острове невероятных глубин? Конечно, это не бесплатно. Мы готовы дать вам несколько духовных камней в качестве компенсации». Хотя Сю Юнь не оправился от своего уныния, он все же энергично ответил: «Нет необходимости в компенсации. Поскольку вы уже ответили на мой вопрос, я просто верну вам долг. Пожалуйста, не стесняйтесь задавать любые вопросы, которые у вас есть, и я отвечу на то, что буду знать». Неожиданно у группы культиваторов заложения фундамента появилась перспектива ознакомиться с незнакомым местом. В будущем это им очень пригодится. Когда Хань Ли увидел это, он тоже улыбнулся. Скрестив руки, он стоял за ними, ожидая объяснений. Глава 512. Город Черной горы. И Цзинь, мужчина в расшитой одежде, пронесся взглядом по комнате, а затем взглянул на культиватора Дворца Звезд, сидящего в углу. «Здесь неудобно говорить. Может, поговорим на улице, на улице?» «Конечно», — равнодушно ответил Сю Юнь. И Цзинь обрадовался, но вскоре подумал о чем-то, повернул голову и широко улыбнулся Хань Ли. «Брат, кривая душа, не желаете ли пойти с нами? Или еще лучше, если мы сможем работать вместе?» Хань Ли безучастно смотрел на мгновение, а затем улыбнулся. «Хорошо, я не против послушать объяснения». Хань Ли последовал за ними. «Что? Этот господин Даос не является частью вашей группы?» Сю Юнь был очень удивлен. Темнокожий мужчина средних лет внезапно выкрикнул со всей враждебностью: «Он телепортировался вместе с нами, но до этого мы были чужими». И Цзинь нахмурился, но ничего не сказал.
Сюй Юнь беззвучно кивнул. Выйдя из каменной комнаты, они с изумлением осмотрели окрестности. Сцена полностью отличалась от того, что видел Хань Ли на острове Глубокого Нефрита. Они очутились в небольшом торговом городе. Хотя он казался маленьким и занимал всего лишь около 10 километров, город был полностью создан из черного камня. В центре города стояло ветхое здание, в котором находилась транспортная формация. Оно было подпёрто высокой алтарной платформой со ступенями, спускающимися со всех сторон. С этой высоты они могли видеть весь ландшафт города. Город, казалось, был окружен каменными стенами высотой 12 метров вместе с плотным сверкающим белым барьером. Однако за стенами были высокие здания разного размера. Как ни странно, ни на одном из них не было крыши. Все они были плоскими. На первый взгляд, хотя в городе было много зданий, немногие из них были построены независимо. Это была не просто цепочка каменных зданий, соединенных вместе, но, скорее, все они были построены вместе. Но больше всего Хань Ли удивило то, что здесь практически не было смертных. Лишь изредка они появлялись среди культиваторов, направляясь в каменные здания. Но это еще не все, что удивило Хань Ли. Большинство смертных были молодыми, красивыми женщинами. Остальные были грубые мужчины. Когда группа Ицзиня увидела это, они были так же потрясены, как Хань Ли. Поскольку они хотели путешествовать в области внешних звездных морей, естественно, что они разузнали все заранее. Однако эта сцена полностью противоречила полученной информации. На лице Ицзиня мгновенно появилось странное выражение. Затем он сказал с глубоким голосом: «Сестра Лю, взгляни еще раз на нефритовую пластинку с информацией об острове невероятных глубин. Может быть, мы ошиблись, Я сейчас проверю». Женщина по имени Лю торопливо посмотрела в сумку. Сюй Юнь махнул рукой и остановил женщину от поиска нефритовой пластинки. Нет необходимости искать информацию об острове невероятных глубин. Поскольку большинство из них ложно, тут нечему удивляться. Выражение Ицзиня изменилось: ложно. Что это значит? Довольно просто. Остров невероятных глубин сильно отличается от других островов демонических зверей. Все культиваторы по возвращении с этого острова получают печати молчания, в противном случае они подвергаются строгому наказанию. Трудно сказать, повезло ли вам, что вы прибыли на этот остров. Это как-то связано с Дворцом звезд, проговорила леди Лю. Сюй Юнь вздохнул и сказал: это не Дворец звезд, а различные объединенные силы, которые царствуют на этом острове. Даже Дворец звезд боится оскорбить эту фракцию. Услышав это, Хань Ли вскинул брови от удивления, другие тревожно переглянулись между собой. Сюй Юнь усмехнулся и заговорил громким, соблазнительным тоном: хе-хе. Это место не слишком отличается от того, что вы себе представляли. Фактически, для некоторых культиваторов это место, о котором они могли только мечтать. Город Черной скалы имеет единственный рынок и является единственным городом на острове невероятных глубин. Пока у вас есть духовные камни или ядра демонических зверей, это место будет для вас просто раем. Вы можете приобретать предметы, которые невозможно приобрести на других островах демонических зверей. Здесь есть все. Мимо проходившие люди внезапно взглянули на них, но тут же отвернулись. Когда Ицзин услышал это, он смутился. Хань Ли был совершенно спокоен, как будто он не слышал, что сказал Сюй Юнь. Когда Сюй Юнь увидел это, он удивленно взглянул на Хань Ли. Ицзин глубоко вздохнул и спросил тяжелым голосом: «Может ли брат Сюй показать нам это место?» Сюй Юнь, казалось, полностью оправился от своего мрачного настроения и откровенно сказал: «Конечно, могу. Поскольку я пока не могу уйти, то мы можем просто погулять, а я тем временем покажу вам все. Это намного полезнее, чем пустой разговор, стоя на месте. Однако, если у кому-то из вас подвернется удача, пожалуйста, не забывайте обо мне. Тогда я должен поблагодарить тебя, брат Сюй. Этот город отличается от других». И Цзинь затем посмотрел на мужчину-культиватора с изумлением. Культиватор обнимал смертную женщину, прогуливаясь по улице. Никто не обращал на них внимания. Сюй Юнь улыбнулся, когда увидел это, и больше ничего не сказал. Вместо этого он повел их в большое каменное здание. Здание уже привлекло внимание Хань Ли, поскольку оно было одним из крупнейших в городе. Издалека он увидел, что у его входа стоят две очаровательные смертные женщины. Когда культиваторы входили в здание, они им приветливо улыбались. По пути Сюй Юнь предупредил их с торжественным выражением: «Имейте это в виду. Хотя это не город звездного неба, все магические битвы строго запрещены, кроме определенных арен. Если это правило будет нарушено, наказание — смерть». Темнокожий мужчина средних лет проговорил в шоке: «Что?
Это наказание еще более жестоко, чем в городе звездного неба, Сюй Юнь тут же объяснил. Правда, это гораздо более суровый. Но зато здесь намного спокойнее. Насколько мне известно, никто никогда не смог отомстить и покинуть город незаметно. В конце концов, всегда есть постоянный охранник зарождающейся души. Культиватор зарождающейся души. И Цзинь был удивлен. Сердце Хань Ли дрогнуло, и он стал еще более бдительным. Хорошо. Давайте поговорим еще кое о чем, когда войдем внутрь. Под улыбкой двух прекрасных смертных женщин все последовали в здание за Сюй Юнем. Хань Ли также последовал за ними. Пройдя через большой вход, огромный круглый экран заблокировал их путь. Экран был розовым и имел изображение дворцовой горничной, летящей по небу. Хотя образ женщины был показан сзади, он, казалось, колебался, как будто она действительно была в полете. Судя по розовому свету, он не был магическим инструментом. По обе стороны от экрана были две полукруглые двери. Спереди стояла женщина-культиватор, одетая в лазурные дворцовые одежды. На вид ей было лет 30. Она радостно улыбалась мужчинам-культиваторам. Но, как ни странно, несмотря на ее обычную внешность, все ее движения были наполнены зрелым женским очарованием. Кроме того, улыбка ее была довольно привлекательной. Несмотря на то, что она была культиватором средней стадии заложения фундамента, как мужчина, с которым она разговаривала, мужчина был полностью в восторге от нее. Однако, когда женщина увидела Сюй Юня и других, ее глаза внезапно просветлели, и она хлопнула в ладоши. В следующее мгновение из-за двери вышла смертная девушка. Когда культиватор зашел за экран, он еще раз взглянул на женщину-культиватора. Глава 513. Демонские существа глубин. Го, разве это не господин Дао Сюй? Я слышала, что вы хотели вернуться в город звездного неба, но я полагаю, что транспортная формация все еще непригодна для использования. Голос женщины был мягким и соблазнительным, создавая ощущение комфорта для тех, кто его слышал. Хань Ли неосознанно нахмурился и горько рассмеялся в своем уме. Казалось, что большинство женщин-культиваторов, с которыми он встречался, культивировали какую-то тайную технику очаровывания. Несмотря на то, что техника этой женщины были намного хуже, чем у фиолетовой духовной феи и Юанья, но этого было более чем достаточно, чтобы легко очаровать нескольких низкоранговых культиваторов-мужчин. С этой мыслью Хань Ли взглянул на группу культиваторов. И Цзинь, и Сюй Юнь могли сохранить ясность, у остальных были неестественные выражения. Их взгляды бессознательно блуждали по телу женщины. Эти культиваторы только что прибыли. Я вызвался показать им тут все, сказал Сюй Юнь и добавил расстроенным тоном. А вот мое возвращение в город звездного неба сорвалось. Я не ожидал, что те новости окажутся правдой. Начало битвы приближается. Со светящимися глазами женщина очаровательно улыбнулась и сказала: «Я рада, что вы останетесь здесь. Если бы вы ушли, я бы потеряла своего лучшего клиента». Очарование зрелой женщины охватило низкоранговых культиваторов, в результате чего две женщины среди них покраснели от гнева. Раздраженный от использования женщины и ее чарующей техники, Сюй Юн сказал: «Леди Мин, они мои гости. Дайте бейдж, пожалуйста». «Хе-хе, хорошо. Но, похоже, у этих господ не будет проблем на этом острове, их уровень культивации не уступает вашей». Леди Мин усмехнулась, а затем взглянула на Хань Ли и Цзиня, а затем убрала свою чарующую технику, вернув себе внешность обычной женщины. Это произошло так быстро, что остальные даже несколько смутились от этого. Затем женщина хлопнула в ладоши, вызвав молодую смертную женщину из-за занавеса. Леди Мин холодно сказала смертной женщине: «Проведи мастера Сюя на аукцион. Он скоро начнется». Затем, взмахнув рукой, она передала бейдж из зеленого нефрита Сюй Юню. Тот взял его и последовал за смертной женщиной в боковую дверь, не сводя с нее глаз. Конечно, Хань Ли и остальные последовали за ним. Войдя в дверь, Хань Ли почувствовал небольшое колебание ци, словно там было какое-то ограничение. Его выражение мгновенно изменилось, а затем вернулось в норму. Внезапно пред всеми предстал очаровательный пейзаж, который был за занавесом. Просторный коридор шириной около 6 метров вел к двум залам. Левый зал был просторным и ярким, и в нем не было ничего, кроме нескольких высоких черных каменных столбов. Сейчас там было около 30 культиваторов, ожидающих в очереди. Независимо от того, были ли это мужчины или женщины, у каждого из них в сопровождении была молодая смертная. Хотя некоторые из мужчин развратно оглядывали женщин, некоторые отбрасывали сальные комментарии, большинство сдерживали себя, словно боясь последствий.
В конце очереди была небольшая комната, в которую вела светящаяся белым светом дверь. Культиваторы в очереди показывали свой зеленый нефритовый бейдж, и только тогда дверь открывалась, и им было позволено войти. Большой зал справа был покрыт барьером светло-синего света, который полностью покрывал его. Это место называется павильоном яркого жемчуга. Оно специализируется на продаже урожая из внешних морей. Особо ценные предметы также могут быть выставлены на аукцион здесь после надлежащей оценки. В городе действует несколько подобных аукционов, но они управляются разными силами, каждый из которых поддерживается культиватором зарождающейся души. Это необходимо для ведения бизнеса в таком месте. Леди Лю, услышав это, глубоко вздохнула и пробормотала: как много культиваторов зарождающейся души. Неужели все они из торгового союза 4 элементов? Сю Юнь спокойно сказал: у них здесь нет власти. Этот остров единственный, куда не дошли их руки. Хотя эти силы сами по себе не могут конкурировать с торговым союзом 4 элементов в области внутренних звездных морей, здесь их силы объединены, и даже Дворец звезд не смеет относиться к ним легкомысленно. Однако это касается только острова невероятных глубин. Судя по всему, этот остров такой уникальный. Но по какой причине объединенные силы острова невероятных глубин осмелился противостоять торговому союзу 4 элементов? Внезапно спросил И Цзинь. Сю Юнь тут же объяснил: хе-хе. Брат и верно догадался. Название острова связано с тем, что близлежащее море наполнено высокоранговыми демонами. В этих глубинах часто видны редкие полноценные звери-демоны. Говорят, что там есть демонские существа, даже 8-го ранга и выше. Именно из-за этих высокоранговых демонических зверей различные эксперты зарождающейся души выступают против торгового союза 4 элементов, запрещающие им завоевывать за контроль над островом. Говорят, что когда эти звери были обнаружены, между торговым союзом 4 элементов и экспертами острова было много сражений, но затем вмешался Дворец звезд. После того, как были достигнуты некоторые неизвестные условия, остров был передан различным державам для совместного управления. Именно в это время было запрещено распространять правду об острове невероятных глубин в область внутренних звездных морей. Хань Ли был удивлен этим не меньше остальных. Демонские существа 8-го ранга и выше — это существа, равные по силе культиваторам зарождающейся души. Они действительно здесь есть? Снова спросил И Цинь. Я не слишком уверен в этом. Я никогда их не видел. Тем не менее, действительно есть люди, которые охотятся на демонических зверей 7-го ранга. Павильон яркой жемчужины продает ядра демонических зверей 7-го ранга по невероятным ценам. Сю Юнь с восхищением щелкнул языком. Хань Ли, который до сих пор молчал, нахмурился и спросил: а не знаешь ли ты, где водятся эти звери? Сю Юнь удивленно взглянул на Хань Ли. Немного подумав, он сказал: большинство демонических зверей обитают на большой глубине. Однако, часто их можно встретить и на поверхности. Поскольку группа И Цзинь никогда ранее не посещала этот остров, они скептически относились к этим словам. Но Хань Ли понял суть. Похоже, что здесь он мог сорвать большой куш. Когда культиваторы замолчали, смертная женщина с уважением спросила их: «Мастера, вы хотите сначала пойти в зал осмотра сокровищ или в зал аукциона сокровищ?» В зале осмотра сокровищ нет ничего такого. Там находятся оценщики, которые меняют сокровища на духовные камни или выставляют предметы на аукцион. Пойдемте в зал аукциона сокровищ. Там больше перспектив для господ даосов. Сю Юнь был хорошо знаком с этим местом. Не дожидаясь, когда смертная женщина проводит их, он направился в правый зал. Подойдя к световому барьеру, он безмолвно нажал на нефритовый бейдж, что привело к открытию двери. Затем он поманил остальных за собой и вошел в дверь. Когда И Цзинь и другие увидели это, они последовали за ним. Хань Ли вдруг заметил, что смертная женщина почтительно ждет снаружи, и с любопытством спросила ее: «Тебе не нужно заходить внутрь?» Смертельная женщина широко улыбнулась Хань Ли и объяснила: «Мы, смертные, не можем войти в зал аукциона сокровищ. Я буду ждать вас снаружи». Хань Ли кивнул и прошел через синий световой барьер, не говоря ни слова. Световой барьер затем закрылся сам по себе. Интерьер был довольно грубым и простым. Помимо нескольких деревянных стульев, зал был длиной всего 10 метров. В задней части стоял старик, красноречиво говорящий в сияющий синий камень, который держал в руке. Около 30 культиваторов различного ранга стояли ниже него. В основном это были культиваторы стадии концентрации ци и заложения фундамента. Среди них не было культиваторов формирования ядра. Старик почтительно сказал: «Этот голубой камень — магический инструмент атрибута огня, созданный из исключительных материалов. Начальная стоимость — 500 духовных камней. Согласно установленным правилам,
каждая возрастающая ставка должна быть как минимум на 30 камней больше. Делайте ваши ставки. 530 духовных камней, 570, 600. Как только старик сказал это, другие культиваторы начали поднимать ставки. Конечно, они не слишком соревновались за этот магический инструмент, в итоге конечная стоимость достигла всего лишь 700 духовных камней. Молодой культиватор стадии заложения фундамента подошел к сцене и забрал магический инструмент, а затем ушел. Следующий лот — это магический инструмент элемента Земли. Старик продолжил аукцион. Хань Ли не интересовался магическими инструментами, а просто осматривался по сторонам. Он сказал Сюй Юню, что немного устал, и отошел в угол зала. Затем он наблюдал за происходящим с равнодушным выражением на лице. Глава 514. Женщина-сосуд для культивации. Леди Лю сказала Сюй Юню, этот аукцион ничем не отличается от обычных аукционов. Неужели мы действительно увидим здесь какие-то исключительные предметы? Сюй Юн сказал с таинственным выражением: расслабься. Хотя аукционы часто проводятся, на каждом аукционе всегда бывают редкие предметы. Несмотря на то, что они не продают с аукциона самые ценные материалы, эти предметы не так часто можно встретить во всех морях. Затем взглянул на Хань Ли и улыбнулся. Хань Ли небрежно кивнул головой и задал вопрос, который несколько удивил их: господин Даос Сюй, сколько всего культиваторов в городе Черной скалы? Мне кажется, что здесь мало людей. Сюй Юнь честно ответил: брат Кривая Душа действительно проницателен. Здесь есть временные резиденции, например, гостиницы, но нет постоянных резиденций для иностранных культиваторов. Высокоранговые культиваторы обладают собственной пещерной резиденцией на другом острове. Низкорановые культиваторы скрываются в небольших деревнях и городах на других островах со смертными. Хотя все культиваторы приезжают в город Черной скалы для ведения дел, низкоранговых культиватор здесь можно встретить чаще. И Цзинь немного помолчал, а затем задал вопрос, который озадачил даже Хань Ли: но разве стадии заложения фундамента достаточно, чтобы выжить в области внешних морях? Почему здесь так много смертных и культиваторов? Стадии концентрации Ци. Сюй Юнь спокойно ответил: вопрос брата и касается самого важного момента, который является самой большой разницей между островом невероятных глубин и другими островами зверя-демона. На других островах культиваторам приходится охотиться на демонических зверей, чтобы накопить достаточное количество материалов. Но на острове невероятных глубин, через несколько лет после того, как здесь появились различные силы, на некоторых из близлежащих островах были обнаружены несколько месторождений духовных камней. А также были созданы несколько производственных площадок для создания необходимых культивационных материалов, что привело к тому, что остров стал полностью самостоятельным. Таким образом, некоторые культиваторы просто зарабатывали здесь на жизнь и создавали семьи, что привело в конечном итоге к появлению множества смертных и низкоранговых культиваторов в этом городе. Я также слышал, что власти, управляющие городом Черной скалы, медленно переносят свои основные силы в этот город. Я считаю, что через пару десятков тысяч лет это место станет вторым внутренним звездным морем. Однако, помимо города Черного камня, деревни на других островах нельзя считать безопасными. Эти небольшие деревни часто подвергаются внезапным атакам со стороны высокоранговых демонических зверей. Ситуация очень напоминает то, как появились первые острова внутренних звездных морей. Услышав это, все были ошарашены. И Цзин глубоко вздохнул, а затем спросил, почему Дворец звезд и другие силы не вмешиваются в дела этого острова. Сюй Юнь холодно фыркнул и сказал: это место находится слишком далеко от других внутренних звездных морей. Кроме того, во внутренних звездных морях достаточно пустого пространства для соперничества. Когда они будут сражаться за эти пустынные моря? Фактически, другие державы действительно с нетерпением ждут того, чтобы управляющие группировки острова переместили свои силы на этот остров. Тогда в области внутренних звездных морей начнется хаос. Он, очевидно, все еще был омрачен тем, что Дворец звезд внезапно закрыл транспортную формацию. После того, как группа Ицзиня услышала это, они поняли все, переглянулись между собой и решили не продолжать этот разговор. Поскольку они были низкоранговыми культиваторами заложения фундамента, им было бы лучше воздержаться от разговора о политических интригах. Это не сулило им ничего хорошего. После того, как старик продал несколько магических инструментов, за ним появился мужчина в синей одежде. У него в руках была красная коробка размером с кулак. У Сюй Юня при виде этого улучшилось настроение. Господа, взгляните на это. Это один из самых важных товаров, которые продаются на аукционах острова невероятных глубин, яйца демонических зверей.
Хотя здесь нет недостатка в таких ценных сокровищах, эти предметы стоят астрономических цен, но на острове невероятных глубин они стоят чуть дешевле. Это связано с тем, что кроме нескольких отдельных яиц, большинство из них невозможно телепортировать. При телепортации зародыш внутри яйца погибает. Вот почему, когда появляется редкий демонический зверь, его выращивают до того момента, он сможет выдержать телепортацию. Конечно, после того, как высокоранговые культиваторы заплатят за него достаточно денег. Яйцо демонического зверя. В глазах Ицзиня загорелся оживленный свет. Он всегда мечтал о демоническом звере высокого ранга. Остальные также были приятно удивлены. Судя по всему, на этом острове у каждого была возможность приобрести своего собственного духовного зверя. В области внутренних звездных морей найти хорошего духовного зверя было чрезвычайно сложно. Это яйцо фиолетового облачного орла. Достигнув зрелости, он становится демоническим зверем 4-го ранга. Хотя он владеет только простой защитной техникой, его тело покрыто стальными перьями, и он обладает невероятной маневренностью. Его когти способны пробить защиту культиватора формирования ядра, поэтому его можно считать лучшим вариантом духовного зверя для культиваторов заложения фундамента. Стартовая цена — 2000 духовных камней. Каждая ставка должна возрастать не менее чем на 100 камней. Делайте ваши ставки. Старик выглядел уверенным в том, что это яйцо демонического зверя будет популярным. Когда культиваторы услышали его, они тут же начали называть свои цены. Несмотря на то, что культиваторы формирования ядра не интересовались демоническими зверьми 4-го ранга, он вполне подходили для культиваторов заложения фундамента. Это было не только потому, что высокоранговые звери стояли дороже, но и потому, что время наступления их зрелости приходилось ждать слишком долго. Даже при использовании секретных методов для ускорения их роста, это все равно было слишком долго для культиватора заложения фундамента. 2500 духовных камней, 2700, 3000, яйцо фиолетового облачного орла быстро достигло стоимости в 3000 духовных камней, а затем женщина-культиватор предложила 3300 духовных камней. Яйцо было продано ей. Темнокожий мужчина средних лет смотрел на яйцо в руке женщины и пробормотал: это действительно намного дешевле, чем в области внутренних звездных морей. В небесном звездном городе оно бы легко достигло более 5000 духовных камней. Помимо Ханьли, все остальные смотрели эту сцену со сверкающими глазами. Сю Юнь при виде этого сознательно улыбнулся. Затем старик выставил на аукцион яйцо демонического зверя 3-го ранга, затем 4-го. За оба яйца он получил хорошую сумму и закончил торг. При виде того, что продавалось, у леди Лю появилось крайне удивленное выражение на лице, что происходит. Остальные были удивлены не меньше. Две красивые женщины, которые выглядели лет на 20, появились рядом со стариком. Хотя они были только на 3-м уровне концентрации ци, они все равно были культиваторами. Судя по тому, какие покорные лица были у девушек, женщины были лотами аукциона. Сю Юн совершенно не был удивлен и жестом предложил им послушать то, что собирался сказать старик. Вдобавок к этому у нас есть 2 низкоранговых культиватора стадии концентрации ци. Они культивировали основные 5 элементов культивации, и обе являются неоскверненными. Согласно их просьбам, только культиватор средней стадии заложения фундамента или выше может предложить делать ставки. Стартовая цена за каждую девушку составляет 2000 духовных камней. Каждое увеличение ставки должно быть. Когда старик вывел на сцену этих женщин, многие культиваторы заглядывались на них, но как только он назвал цену, некоторые стали перешептываться между собой. 2000 духовных камней, чтобы купить низкоранговый сосуд для культивации концентрации ци. Не проще ли купить смертную? Когда она состарится, можно просто дать ей духовных камней и оставить ее. Если бы они хотя бы были в стадии заложения фундамента, я бы еще подумал над этим. Размечтался. Ты что, возомнил себя культиваторов формирования ядра? Не забывайся, стадия заложения фундамента — твой потолок. С таким количеством духовных камней лучше купить яйцо демонического зверя. Услышав их болтовню, Ханьли сначала был поражен, но потом тут же пришел в норму. Он уже давно слышал, что несколько держав тайно воспитывают некоторых молодых женщин-культиваторов, чтобы сделать их сосудами для культивации. Некоторые даже дарили их в качестве подарков. Однако женщины-сосуды для культивации никогда не появлялись в области внутренних звездных морей. То, как открыто их продавали здесь, действительно шокировало. И Цзинь, и остальные успокоились. В конце концов, все знали о существовании сосудов для культивации. Однако, поскольку в группе было 2 женщины-культиватора, им было немного неловко. Здесь нечему удивляться. Эти женщины были готовы стать сосудами для культивации без принуждения.
Поскольку их способности в целом ужасны, им было бы довольно трудно культивировать до более высокого уровня обычными методами. У них нет старейшин, на которых можно положиться, и никто не желает им помочь материально. Следовательно, это их единственный способ повысить уровень культивации в области внешних звездных морей, поскольку они не желают отправляться на презренную работу смертных или охотиться на демонических зверей, что в их случае равнозначно самоубийству. Поскольку им удалось незначительно продвинуться в культивации самостоятельно, они готовы стать сосудом для культивации, чтобы стать культиватором более высокого ранга. Таким образом, они могут зарабатывать деньги и обрести покровителя. Если они смогут приобрести благосклонность культиватора, они могут стать наложницей или получить возможность стать чем-то большим. Естественно, встречаются высокоранговые женщины-культиваторы, которые становятся сосудами для культивации по другим причинам, но их не допускают до аукциона. Сю Юнь медленно объяснил это, словно он давно привык к этому виду. Глава 515. Павильон Золотого Пальца. Другие ответили на объяснение Сю Юня о покупке сосудов для культивации молчанием. В конце концов, поскольку среди них сейчас было две женщины-культиватора, им было трудно говорить об этом. Хань Ли равнодушно погладил свой подбородок. Хотя он не нуждался в сосуде для культивации, он не мог позволить себе держать при себе что-то столь громоздкое. Хотя ему было жалко этих женщин, он закрыл глаза, не желая ввязываться в это. Тем временем никто из присутствующих не поднимал начальную ставку, и на лицах женщин появилось разочарование. При этом Сю Юнь дал объяснение с легкой улыбкой: их уровень культивации слишком низкий. Несмотря на то, что они были готовы стать сосудами для культивации, они не могут оказать большую помощь культиваторам более высокого класса. Поэтому никто не хочет их брать. Однако не всегда так. Если какому-то культиватору заложения основ понравится их внешность, то он все же может купить кого-нибудь из них. И Цзин наигранно усмехнулся и больше ничего не сказал. Сю Юнь спокойно улыбнулся и, похоже, не возражал. Следующие предметы, выставленные на аукцион, были предметов, которые редко встречались в области внутренних звездных морей. Однако Хань Ли по-прежнему не заинтересованно смотрел на них. Пока Хань Ли придумал себе повод уйти отсюда, Сю Юнь, похоже, заметил нетерпение Хань Ли и сказал: хотя на этом аукционе нет более тонких товаров, на ежегодном крупномасштабном аукционе бывают очень редкие предметы. Вам следует посетить его, когда он начнется. Пока я познакомлю вас с другими районами города Черной Скалы. Естественно, и Цзин, и другие не отказывались, поскольку в настоящее время им не хватало духовых камней из-за стоимости телепортации. Все они кивнули в знак согласия и последовали за Сю Юни из зала аукциона сокровищ. Смертная, дожидавшаяся их снаружи, проводила их из павильона. Эти здания — временные резиденции, предназначенные для временного проживания смертных. Смертных, которые хотят зарабатывать на жизнь в городе Черной Скалы, должны сначала зарегистрироваться в администрации города. Если они не смогут найти работу в течение определенного количества времени, они должны покинуть город Черной Скалы. Например, смертные женщины, которых мы видели в павильоне яркого жемчуга, живут здесь. Эти здания — крупнейший в мире магазин материалов, павильон Золотого Пальца. Он специализируется на продаже всех видов редких материалов. Говорят, что здесь можно достать любой материал, если знаешь его название. Конечно, это сильное преувеличение, но у них отличная репутация, что касается этих трех зданий рядом с ним. Сю Юнь вел прибывших культиваторов по городу, проводя экскурсию. Когда Хань Ли услышал о павильоне Золотой Палец, его сердце вздрогнуло, и он внезапно остановился. Сю Юнь был озадачен при виде этого и спросил: что-то не так, группа, и Цзиня тоже взглянула на Хань Ли с удивленными выражениями на лицах. Хань Ли быстро взглянул на небо, а затем опустил голову. «У меня есть кое-что, с чем я должен разобраться один. Так что я покину вас здесь. Возможно, мы еще увидимся», — уверенно проговорил Хань Ли. Сю Юнь и Цзинь были удивлены, услышав это. Они не хотели, чтобы культиватор такого высокого уровня, как Хань Ли, покидал их. Но когда они попытались убедить его остаться, холодный блеск мелькнул в его глазах. Он окинул их таким холодным взглядом, что их сердца задрожали. Они тут же проглотили все свои слова и молча наблюдали за тем, как Хань Ли исчезает в павильоне Золотого Пальца. В этот момент они с недоумением переглянулись между собой, холодный пот капал им по спинам. Все они не понимали, что произошло. Этот человек, и Цзинь выдавил из себя смешок, не зная, что сказать. Поскольку господин Кривая Душа не хочет путешествовать вместе с нами, давайте оставим его. Это его решение. Идемте дальше. Сю Юнь прибил и Цзиня и предложил продолжить экскурсию.
Затем Ицзинь вдруг услышал передачу голоса от Сюй Юня: «Господин, и действия этого человека — непостижимая тайна. Давай просто забудем об этом. Если мы не будем осторожны, смерть найдет нас. Оказывается, культивация господина кривой души далеко за пределами нашей. Так что давай забудем об этом». Выражение Ицзиня изменилось, когда он услышал это. Он еще раз взглянул на павильон золотого пальца и слегка кивнул головой, последовав за ними. В этот момент Хань Ли уже следовал за деликатно одетым юношей в отдельную комнату. Хотя павильон «Золотой палец» со стороны казался одним из огромных каменных зданий, внутри было множество комнат, которые специализировались на продаже всех видов материалов. Без малейших формальностей Хань Ли вошел в павильон «Золотого пальца», желая увидеть управляющего. Для любого обычного культиватора это было бы довольно трудно, но поскольку Хань Ли раскрыл свой истинный уровень культивации, его тут же отвели в отдельную гостевую комнату. Даже в городе Черной скалы нелегко было достигнуть уровня культивации формирования ядра. Прождав несколько минут в комнате, к Хань Ли пошел Старки с улыбкой на лице. «Лицо уважаемого господина Даоса мне не знакомо. Наверное, это ваш первый визит в павильон «Золотого пальца». Я управляющий заведения, Ли Сюнь», старик протянул руку Хань Ли. Он тоже был на ранней стадии формирования ядра. Спокойным тоном Хань Ли ответил: «Да, я действительно в первый раз здесь. У меня есть несколько вещей, о которых я хотел бы проконсультироваться с вами. Надеюсь, вы не откажете, пожалуйста, не стесняйтесь спрашивать». «Я помогу вам в меру своих возможностей», — уверенно проговорил управляющий. Не задавая лишних вопросов, он уже был готов отвечать. Это дало Хань Ли положительное впечатление о старике. Однако старик не обладал навыками, чтобы увидеть методы маскировки Хань Ли. Он принял болезненную внешность Хань Ли, как мужчину средних лет, без малейшего подозрения. Хань Ли слабо улыбнулся и прямо заявил о своих намерениях без малейшего притворства. «Я хочу приобрести ингредиент для создания. Однако я знаю название, которым его называли в древности. Придя сюда, я решил испытать свою удачу в надежде, что знакомство с вами решит мою проблему». Ли Сюнь внутренне вздохнул с облегчением и ответил с сияющей улыбкой: «Хе-хе. Это всего лишь тривиальный вопрос. Это не проблема». Затем он изменил выражение и холодно сказал в сторону двери: «Слуга, приведи сюда Гэу Юя». «Да». Молодой слуга быстро убежал. Ли Сюнь повернулся к Хань Ли и улыбнулся: «Пожалуйста, подождите еще немного». Хотя Гэу Юй всего лишь на стадии конденсации ЦИ, он провел обширные исследования древних рецептов пилюль и лекарств. Я уверен, что он не оставит вас разочарованным». Хан Ли слегка улыбнулся ему в лицо и думал сказать что-то еще, но в комнату ворвался красный огонек. Красная лампочка немного покружился у потолка и приземлился на руку старику. Это был талисман. Странное выражение мелькнуло в глазах Хань Ли, когда талисман сгорел внутри руки старика. Управляющий посмотрел на огонь в руке, а затем погасил его. Он поднял голову и удивленно взглянул на Хань Ли. Отношение старика вдруг стало гораздо более дружелюбным. «Мне действительно не хватает манер. Я не ожидал, что брат Кривая Душа, что прибыл в город Черной скалы только сегодня. Я должен относиться к вам с большим уважением». За это короткое мгновение ему удалось выяснить общее происхождение Хань Ли, чем тот был удивлен. Однако его выражение на лице сохраняло спокойную улыбку, не раскрывая ни одной из его внутренних мыслей. Хань Ли ответил: «Вы слишком вежливы. Мне пришлось использовать много трюков, чтобы добраться до острова невероятных глубин. Я не хотел привлекать столько внимания». Старик заметил, что Хань Ли не хотел говорить об этом и тактично изменил тему. Затем он рассказал несколько интересных историй об острове. В этот момент в комнату вошел ученый средних лет и глубоко поклонился обоим. Он почтительно сказал: «Гэу Юй приветствует старшим. Я жду ваших указаний». Его внешность была элегантной, с несколько изощренной аурой. На лице у него была длинная черная борода и два блестящих черных глаза. Ли Сюнь кивнул ему и поманил к себе. Старик приказал ему безразличным выражением: «У этого старшего есть несколько вопросов о древних духовных лекарственных травах. Ответь ему честно». Гэу Юй встал прямо и торжественно сказал: «Как пожелаете. Я готов ответить в меру своих способностей».